Более полумиллиона лет назад на нашу Землю, именуемую Мидгард, прибыли люди 4 родов белой расы. Арийцы, доарийцы и хаарийцы, и славяне, рассены и святорусы. Доарийцы – первый из 4 изначальных родов великой расы. Внешне главной отличительной особенностью доарийцев является исключительно высокий рост – до 2 метров 90 сантиметров, и серый цвет глаз. В ведическом эпосе такой цвет именуется цветом стали или цветом серебра. Волосы у доарийцев светлые, чаще всего русые, возможно, со склонностью к крайней седине. Хотя изначально у всех представителей белой расы была лишь первая группа крови, с течением времени в результате многочисленных внешних факторов появилась генетическая аномалия, которую впоследствии назвали второй группой крови. 3-я и 4-я группы не могут соответствовать с энергонной структурой представителя белой расы. Относительно доарийцев можно сказать, что именно у этого рода всегда была самая сильная кровь. Именно поэтому нынешние потомки данного рода чаще всего имеют первую группу и, разумеется, положительный резус, так как отрицательного резуса у потомка рода великой расы быть не может. По некоторым ведическим источникам именно доарийцы исконно составляли основу армии великой расы. Этот род наиболее устойчив к психотронным и негативным энергетическим воздействиям, что делает его идеальным кандидатом на роль рода воина. Большой рост, исключительная выносливость и выдающиеся физические возможности также являются немаловажными факторами. Однако, как и все представители великой расы, доарийцы миролюбивы и гуманны, поэтому не стоит заблуждаться. Человек, внешне полностью подпадающий под характеристики доарийца, вполне может не являться таковым, если его слова, действия и мысли противоречат устоям этого рода. На изначальном северном материке Мидгарда их территорией была Туле, цвет доарийцев, цвет полированной стали, а также цвет розовых облаков. Их главные характеристики – сила и отвага. Их призвание – защищать. Письменностью доарийцев являются траги. Они стали основой иероглифической и клиновой письменности. Хаарийцы. Хаарийцы – второй из 4 изначальных родов великой расы. Что касается внешних данных, то хаарийцы, как и остальные роды, имеют вполне определенные отличительные черты, обусловленные генетическими особенностями, которые в свою очередь сформировались в процессе эволюции. Ведь у каждого из родов есть своя собственная звездная колыбель, материнская звездная система. По некоторым данным, рост хаарийцев соответствует росту доарийцев до 2 метров 90 сантиметров. По другим источникам, именно хаарийцы самые высокие люди расы, и рост их достигает 3 метров 50 сантиметров. Их глаза всегда зеленые. В эпосе они именуются глазами цвета изумруда. Чем ярче цвет, тем более одарен человек. Волосы почти всегда русые, но определенно светлые. Группа крови может быть не только первой, но и второй. Резус всегда положительный. Исконно хаарийцы, так же как и доарийцы, жили по внешнему периметру территорий, контролируемых великой расой. Именно поэтому данный род также весьма преуспел в военном искусстве, и хаарийцы всегда считались отличными воинами, правда с большим уклоном в сторону энергетики, нежели физической силы. Это вовсе не говорит о том, что один род в чем-то уступает другому, но существуют определенные генетические аспекты, которые говорят о том, что хаарийцы при прочих равных обладают повышенной энергетической чувствительностью. Потомки этого рода отлично работают с любой техникой,
умеют улавливать сущность и принципы работы механизмов, которые видят впервые. Возможно, поэтому в некоторых ведических источниках говорится о том, что хаарийцы всегда являлись лучшими навигаторами. Кроме того, именно хаарийская коруна была признана универсальным письмом великой расы, хотя каждый из родов имел свою письменную систему. На изначальном северном материке Мидгарда их территорией была Хара. Цвет хаарийцев изумрудный, насыщенный зеленый, но не салатовый. Их главные характеристики – мудрость и проницательность. Их призвание – познавать. Письменностью хаарийцев является каруна. Она стала основой для санскрита. Рассены. Рассены – третий из 4 изначальных родов великой расы. Потомки этого рода в мировой истории известны как этруски или тиренны. Скандинавские берсерки наследовали традиции рассенов. Относительно других родов рассены низкорослые, не более 2,5 метров. Глаза карие, а в правильном изначальном написании к-арии, что значит стремящийся к ариям. Но имеется в виду не цвет, а воинская ярость. Волосы рассенов темно-русые, могут быть и темные, вплоть до темно-каштановых. Чаще всего этому роду соответствует вторая группа крови, реже первая. Дело в том, что рассены исконно жили в глубине территорий, контролируемых великой расы. Поэтому в плане воинского искусства у этого рода гораздо меньше практического опыта, чем у тех же даарийцев или хаарийцев. Однако отсутствие определенных боевых навыков на уровне генетики рассены с легкостью компенсируют неистовством, яростью и некоторыми другими особенностями, которые напрямую связаны с умением входить в боевой транс. Рассены, по сравнению с даарийцами и хаарийцами, менее стабильные в плане психологии и энергетики, но более уязвимы к внешним негативным воздействиям. Но в то же время они лучшие проводники, они тоньше чувствуют окружающий мир, а потому лучше взаимодействуют с ним. Много жрецов и волхвов всегда было в роду рассенов, но если речь идет о воинах этого рода, то в современном понимании именно вышеупомянутые берсерки ближе всего к ним по ключевым характеристикам. Речь идет об умении тонко соединять физическую мощь и энергетику, компенсировать недостатки одного другим, инстинктивно улавливать эманации в окружающем мире. Именно поэтому в плане военного направления, если даарийцы были гвардией, которая шла в лоб, то рассены, образно выражаясь, формировали диверсионные отряды, либо затыкали прорехи в тех местах фронта, где требовалось немедленное присутствие и превосходство врага было подавляющим. На изначальном северном материке Мидгарда их территория была Раи. Цвет рассенов темно-огненный, ярко-коричневый, пламенеющий черный. Их главные характеристики – ярость, непоколебимость, их призвание – поддерживать. Письменностью рассен является молвица или зеркальная письменность. Святорусы. Святорусы прилетели с планеты из созвездия Макоши. Она же Большая Медведица. Святорусы – 4-й изначальный род великой расы. Внешние характеристики святорусов близки к даарийцам. Они отличаются высоким ростом до 3 метров, широкими плечами и мощным телосложением. Их кожа, разумеется, имеет светлый оттенок, как и у всех чад великой расы. У святорусов всегда голубые глаза. В поэтических источниках наших предков такие глаза именуются глазами цвета неба. Цвет волос святорусов может варьироваться в достаточно широком диапазоне, от темно-русых до почти седых. Для этого рода в равной степени характерна как первая, так и вторая группа крови.
Светорусы исконно жили в центре территорий, контролируемой великой расой, вместе с рассенами. Именно поэтому представители данного рода в наименьшей степени, в сравнении с доарийцами и хаарийцами, склонны к высокому уровню владения воинским искусством. Тем не менее, мужчины-светорусы, как и все мужчины великой расы, прирожденные воины, могущие в час опасности достойно встретить ворога и защитить свои земли. Однако именно светорусы всегда считались созидателями и творцами, потому что им в наибольшей степени свойственна тяга к эстетике, красоте, искусствам и ремеслам. Светорусы – великие архитекторы, строители, поэты и художники. Но нужно правильно понимать этот момент. Среди доарийцев тоже были живописцы, а среди рассенов – великие барды. Но генетика светорусов сделала их гораздо более восприимчивыми к сущностным характеристикам объектов. Светорусы инстинктивно соотносят параметры формы и содержания, поэтому могут в кратчайшие сроки проводить любые объекты к гармоничному состоянию. Поэтому среди светорусов много духовных лидеров, оракулов и лекарей. На изначальном материке территории светорусов была Свага, и по легендам Асгард Арийский был спроектирован и построен представителями этого рода. Иными словами, если хаарийцы – это наука расы, то светорусы – это ее вдохновение. Их цвета небесные, лазурные, светло-синие. Их главная характеристика – созидательность и эстетичность. Их призвание – творить. Письменностью светорусов является буквица, упрощенный вариант коруны. На ее основе с добавлением греческого создана церковно-славянская письменность. Символ расы. Есть руна Инглия, на рисунке это центральная свастика, означает первичный огонь творения. Есть символ сохранения мудрости, это меч острием вниз. Так вот, символ расы изображался как наложение первичного огня на мудрость, сохранение мудрости. И здесь зашифрованы 4 народа: доарийцы – серые глаза, хаарийцы – зеленые глаза, светорусы – небесные глаза и рассены – огненные глаза. Вера расы. На какой бы земле ни жили белые люди, вера у них одна, и согласно этой вере, прожив в явном мире, человек уходит в мир славе, светлые Навь, потом в мир праве и так далее. Постоянно совершенство, развитие, созидание. Цель асов – передать мудрость из поколения в поколение. Все основы построены на философии духа, высшей степенью которой является созидательный потенциал. Асы являются созидателями, прививают своим потомкам трудолюбие. Именно трудолюбие, а не умение работать, ибо работа – это бездушный механический процесс. Асы трудятся, то есть вкладывают душу в плоды своего труда.